Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Очередной сезон «Недель моды» подошел к финалу, а значит, настало время подвести итоги. И сегодня, друзья, я бы хотела обсудить с вами главные обувные тренды весна-лето 2024. То есть определиться, какая обувь нынче самая модная. Я думаю, всем известно, что пара туфель способны как сделать незамысловатый лук ультрамодным, так и разрушить кропотливо собранный аутфит. Чаще всего именно обувь определяет стиль и характер нашего образа, поэтому недооценивать этот факт не стоит. А чтобы было проще ориентироваться в новинках сезона, мы прямо сейчас рассмотрим самые топовые модели. Представленную мной версию основных тенденций в мире обуви вы, мои дорогие зрители, всегда можете дополнить, оставив комментарий под видео. Скажу огромнейшее спасибо всем за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Итак, давайте первым делом определимся с цветом модной обуви. Бесспорно, в лидерах на весну-лето традиционно присутствуют нейтральные тона – базовый белый и классический черный. Да, многие скажут, светлая обувь не самый практичный тренд, но он всегда один из самых востребованных. Начиная хотя бы от кроссовок под маркой Gucci и до туфель на шпильке Prabal Gurun либо балеток Chanel. Любую пару белого цвета вы легко впишете в свой модный лук. Что касается моделей в черном тоне, эта вневременная классика едва ли когда-нибудь покинет подиум и, соответственно, наш гардероб. Если базовые варианты Fendi вам покажутся скучными, рекомендую присмотреться к эффектным босоножкам Balmain. Украсит наряд пара обуви в винном цвете. Став одним из главных в палитре весны, оттенок точно не выйдет из моды в ближайшие пару лет. Стильно смотрятся в глубоком темном тоне как сапоги-чулки от Donatella Versace, так и туфли-лоферы из дебютной линейки Sabato de Sarno. Не менее актуален в теплом сезоне красный. Если в вашем арсенале еще нет ни одной модели в ярком алом цвете, то сейчас самое время отправиться на ее поиски и выбрать для повседневного образа очаровательные балетки Симон Роша или остроносые мюри на шпильке от Alexander McQueen. Бархатистый, нежный, чарующий, поэтический. Такое описание получил главный цвет года – персиковый пух. И, конечно, модный оттенок теперь замечен в новых коллекциях не только в одежде, но и в обуви. Он очень хорош для монохромного лука. Вряд ли весну, и тем более лето мы можем представить без цветущей зелени. Так что дизайнеры подсуетились и не упустили возможность включить в модный ряд обувь оттенка сочно-зеленой травы, свежей мяты или листьев салата. Следующий тренд определенно знаком вам, друзья, еще по прошлому сезону. На подиум и в наш гардероб вернулись балетки. Старые, добрые, порой уже изрядно истертые, но такие любимые нами туфельки вновь стали самой модной обувью. Правда, дизайнеры постарались немного переосмыслить и изменить их традиционную форму. Одна из главных особенностей – дополнительная перемычка или ремешок-застежка, которая вызывает явную ассоциацию с обувью в стиле Мэри Джейн. Креативный директор женской линейки Fendi Ким Джонс снабдил балетки золотым украшением. Во время модного шоу анклеты призывно сверкали на щиколотках моделей. Джонатан Андерсон в коллекции Loewe решил украсить простые туфельки гламурными стразами. В линейке на весну дома моды Proenza Schouler балетки получили более жесткую, чуть выступающую по периметру подошву. Из черного нейлона, либо из белой кожи с перфорацией, эта обувь теперь стала более закрытой в сравнении с базовой версией. Если уж мы с вами заговорили о балетках, то вполне логично выделить в отдельную графу тренд «обувь на низком ходу». Даже при всей нашей любви к элегантной шпильке, модели без высокого каблука все равно остаются главным выбором для повседневного комфорта. Например, дом Armani делает ставку на атласные ботильоны и лакированные туфельки со шнуровкой. В коллекции Gucci помимо платформы найдутся классические лоферы. В линейке Loewe знакомые нам по прошлому сезону рыбацкие сандалии. Michael Kors предложил поклонникам бренда максимально открытые босоножки в минималистическом исполнении на практически плоской подошве.
с одним либо со множеством тонких ремешков-застежек в несколько ярусов. Тему комфорта поддержали на показе модного дома Hermès. Во время шоу девушки беззаботно шагали по широкой тропинке среди полевых трав, люцерны и высушенных солнцем цветов в кожаных сандалиях в спортивном стиле. В своих обзорах я не раз упоминаю полярность современных модных направлений. Так что в противовес предыдущей тенденции вполне логично озвучить тренд «обувь на каблуках». И вариантов здесь великое множество. Еще прошлой весной дорожку на подиум активно протоптала или, наверное, точнее будет сказать, элегантно простучала высокая шпилька. Уверена, у такой модели всегда найдутся свои фанаты. Будь то черные атласные сапоги марки Dolce Gabbana или изящные босоножки от Ralph Lauren. Отдельной строкой стоит выделить тренд на фигурный каблук. В линейке Saint Laurent, например, это остроносые туфли-стенбеки в шоколадном или черном тоне из лакированной кожи. Есть даже пару вариантов с пятнистым принтом от Ягуара. Обувь с таким фигурным каблуком не теряет своей универсальности, но смотрится при этом куда интереснее привычных опций. Данный тренд удачно поддержали на показе бренда Ferrari, изменив на свой лад классические лодочки. Креативный директор дома моды Max Mara Ян Гриффитс решил наполнить коллекцию на весну нотками ретро с элементами рабочей униформы и стиля сафари. А значит, и обувь здесь соответствует моменту. Каблук пусть и высокий, но определенно устойчивый. Свою нишу в модном мире уверенно занял крошка-каблук Kitten Hill. Идеальный компромисс для всех, кто ищет что-то элегантнее модели на плоской подошве, но и жертвовать комфортом ради высоких шпилек не готов. Ведь у подобной обуви есть масса преимуществ. Изящный, тоненький, достаточно низкий каблук не создает неудобств при ходьбе. Из ярких оригинальных решений я отмечу мюли конфетных оттенков марки Prada, где каблук выполнен в форме треугольника, повторяющего логотип бренда. Обувь на платформе. Еще одна более удобная альтернатива каблукам и шпилькам для тех, кому в Kitten Hill не хватает высоты. Платформа увеличивает рост и визуально удлиняет ноги, но при этом может похвастаться куда большей устойчивостью. Платформой в этом сезоне обзавелись не только привычные туфли и босоножки, но и менее очевидные модели – те же лоферы, либо туфли на шнуровке в маскулинном стиле. В линейке Simone Rocha, например, это балетки с бантиком и дополнительным фиксирующим ремешком. Эрмано Даэли и Тони Шервино решили не допускать в новой коллекции полумер. Если уж выбираем самые модные босоножки либо мюли на каблуке, то непременно на максимально высоком в тандеме с массивной платформой в носочной части. Но, на мой взгляд, куда более изящно и женственно смотрится танкетка. Она возвращается в современную моду в элегантном прочтении, в утонченной форме, на радость любительницам романтических образов и долгих летних прогулок. Прозрачная обувь. Да, в тренде снова та самая, которую лучше в жару не носить. В очередной раз мы с вами, друзья, убеждаемся в цикличности моды. Обувь из прозрачного акрила нынче главный камбэк сезона. Бум на модели из пластика был пару сезонов назад, и вот вновь переживает настоящий подъем. Единственный совет – если желаете избежать парникового эффекта, выбирайте в качестве модной пары достаточно открытые мюли либо босоножки. Модное золото и серебро. В коллекциях 2024 этого добра предостаточно. Обувь оттенка металлик дизайнеры поспешили включить не только в вечерний образ или же футуристичный по характеру лук, но и активно сочетают с базовыми нарядами на каждый день. Наиболее приятные миксы получились по формуле: серебристые металлизированные лодочки либо ботильоны плюс одежда холодных либо пастельных оттенков, как в коллекции Ecris Versace. Или же это эффектные модели с золотистой деталью плюс вещи темных цветов, как в линейке Tom Ford. Праздничная, или как ее еще называют, фестивальная обувь. То есть наш следующий тренд – Party Shoes. И пусть универсальность часто становится одним из главных критериев при выборе обуви, но в наступающем сезоне дизайнеры решили изменить правила игры. Бахрома, перья, кристаллы – чем больше декора, тем лучше.
Сверкающие гламурным блеском яркие модные пары сегодня замечены на подиуме как у адептов французского шика, так и у дизайнеров-минималистов. Носить подобную красоту теперь можно не только на выход. Пляжно-отпускная обувь. Само название уже вызывает желание скорейшего прихода летней поры. Топать в подобной обуви как по улицам мегаполиса, так и по загородным песчаным дорожкам – одно удовольствие. Только не забудьте запастись разноцветными пластырями. Сегодня у бренда Chanel вы найдете минималистичную, но дорогую версию вьетнамок – бархатные флип-флопы. Под маркой Miu Miu представили другой потенциальный хит – яхтенные топсайдеры. Из мягкой кожи, либо замши и наверняка очень удобные. Да, все это когда-то уже было. Достаточно пролистать фотохронику и окончательно убедиться, что самые актуальные идеи опять приходят из прошлой эпохи. Необычные формы, интересные расцветки обязательно зададут жизнерадостный тон всему летнему образу и напомнят, что до отпуска остались считанные дни. Из актуальных приемов по стилизации модного аутфита, я думаю, стоит отметить, друзья, возможность носить гольфы, носки, чулки или колготки не только абсолютно с любой обувью, но и поверх туфель тоже. Тренд явно становится вирусным. Например, Виктория Бекхэм предлагает миксовать с гольфами и босоножки на высоченном каблуке, и маскулинные Оксфорды с открытой пяткой, и брутальные сапоги. Дэниел Ли создает самые контрастные комбинации с колготками в сетку. Ники Циммерман сочетает тончайший капрон с туфлями на устойчивом каблуке с Т-образной перемычкой. У Жиль Зандер единым дуэтом выступают гольфы и минималистичные босоножки на шпильке. А в линейке Dries Van Noten цветные носочки представлены в союзе с принтованной обувью. Напоследок пару слов хочу сказать о форме мыса. Модный мир сейчас определенно склоняется в пользу остроносых моделей. Хотя эта форма давно перешла из статуса тренда в статус традиционной классики и с тех пор не покидает подиум. В паре с высокой шпилькой остроносая обувь смотрится превосходно. А вот модели на низком каблуке и тем более на плоской подошве далеко не всем девушкам гармонично дополнят стильный и тщательно продуманный образ. Этот вариант скорее для модниц с ножкой Золушки. Хороший дуэт может вполне получиться с широкими брюками, джинсами или длинной юбкой. Главное, что без крайностей. Многим из вас, мои дорогие зрители, наверняка знакома фраза удивительной женщины, культовой киноактрисы Мэрилин Монро. «Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить весь мир». Как же точно и верно сказано. Спасибо большое, друзья, что смотрите мои видео. Не забывайте поставить лайк и написать свое мнение в комментарии. Всем красоты, хорошего дня, позитива и лучистого, солнечного настроения!